Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео я покажу подробнейший мастер-класс по плетению этой замечательной ящерки. План видео по минутам для удобства я оставляю в описании под этим видео, так что заглядывайте туда. Также там напишу все технические моменты и материалы, которые я использовала для плетения этого вида изделия. Кстати, автор идеи этой ящерки Пустельга из страны мастеров, за что ей огромное спасибо. Если вам это видео интересно, то я приглашаю вас к просмотру. Перед началом работы я подготовила две вот такие заготовки. Это две длинные трубочки, которые образовались путем наращивания коротких трубочек. И сейчас я беру одну вот эту вот длинную трубочку, складываю ее пополам. Таким образом, беру трубочку рабочую, которой буду оборачивать эту заготовку, и накладываю ее вот таким вот образом. И сейчас начинаю ей оборачивать вот эту вот заготовку. Сначала такой виток делаю, потом вот так вот. Далее вывожу ее вперед сюда, вниз, наверх, вниз, и все, и процесс оборачивания пошел. А здесь трубочки должны быть, конечно, мягкие, пластичные, очень хорошо увлажнены, чтобы работа шла достаточно легко. Вот, и у нас вот с этой стороны получается вот такая вот картина, и с обратной стороны получается вот так. Делаем обороты. Немного расширяем. То есть у нас получилось здесь узко и идет к расширению. Здесь можно нарастить. Нарастила я следующим образом, то есть я обрезала вот здесь вот. После витка получается. И у нас уже получается рабочая трубочка нарастилась, удлинилась, скажем так. А теперь таким же образом сделаем вторую заготовочку. Подобным образом плетем и вторую заготовку, только начинаем мы с другой стороны, то есть помещаем рабочую трубочку с правой части. Возможно, фокус здесь будет теряться, но я постараюсь, чтобы все было видно. Также делаем оборот один раз, затем второй раз. Выводим сюда, вниз, наверх. И начинаем плести дальше. Ну вот начало такое самое сложное у нас, а потом уже все плетется довольно-таки легко. Продолжаем. Здесь у нас небольшое расширение идет. Ну и все, здесь наращиваем. Вторая заготовочка у нас готова. У нас сплелись две вот такие вот детальки. Это деталька номер 1. Сейчас я ее переворачиваю изнаночной стороной к нам и делаю дополнительный виток. Вот таким вот образом. А детальку номер 2 я беру и укладываю поверх первой детальки. Вот так вот. У нас получилось, что две рабочие трубочки у нас, правая и левая. Сейчас я буду их сплетать вместе. Беру левую трубочку и вот таким вот образом делаю виток вниз. Правой трубочкой то же самое делаю виток. И вывожу наверх. Здесь нужно быть аккуратненькими. И делаю еще раз. Левой делаю виток, вывожу наверх. И правый делаю полувиток
оставляю в таком положении. Теперь приступаем к следующему этапу, на мой взгляд, сложному в этом изделии. Это формирование зубчиков у ящерки по спинке, которые идут. Для этого вот у нас рабочие трубочки в таком положении находятся. Одна выглядывает из-под низу, другая сверху. И формируем первый зубчик. Мы вот эту вот трубочку, которая из-под низу, немного сюда вот вперед выдвигаем. И трубочкой, которая у нас сверху, ее начинаем оборачивать. Для этого я чуть-чуть смягчаю ее. Вот таким вот образом оборачиваем. Далее эту трубочку вниз помещаем. Вот эту придерживаем немного, чтобы она у нас не отклонялась от курса. Эту вниз помещаем. Далее огибаем в сторону. Смотрим, чтобы эта трубочка у нас никуда в сторону не уходила. Огибаем. Далее, смотрите, вот этой трубочкой, которая сверху, я надеюсь, что вот это вот все понятно, видно. Трубочкой, которая сверху, мы с вами огибаем вот эту трубочку под низ, оборачиваем в сторону. И выводим сюда наверх. Первый зубчик вот так вот у нас получился. Подтягиваем все это. Первый зубчик готов. Сейчас формируем второй зубчик. Для этого у нас трубочки находятся вот в таком положении. Я их еще немного подтяну. Вот этой трубочкой, которая у нас идет отсюда, я огибаю вторую трубочку, держу ее, кстати, завожу вниз, огибаю в сторону. Так, эту трубочку я держу, вывела. Далее вот эта трубочка, которая у нас сверху, я ей вот так вот оплетаю эту трубочку, завожу вниз, огибаю в сторону, оплетаю в сторону и вывожу наверх. Здесь нужно быть аккуратненьким, чтобы не было заломов, чтобы плетение было более-менее таким хорошим, аккуратненьким. Итак, второй зубчик у нас готов. То же самое проделываем и с третьим зубчиком. И да, еще смотрите, у нас ящерка здесь немного узкая, у нее шея, а потом уже идет к расширению, поэтому смотрим уже сейчас, да, как у нас пойдет дело. Итак, третий зубчик пошел, я огибаю, завожу, оплетаю в сторону, вывела. Теперь беру эту трубочку, оплетаю, завожу вниз, оплетаю и укладываю под низ. Вот таким вот образом. Таким образом формируются у нас зубчики. Вся наша фигурка ящерки очень хорошо подтягивается, выравнивается, так что за это мы не переживаем. Сейчас плетем следующие зубчики. Итак, рабочие трубочки у нас находятся в этом положении. Я их, кстати, нарастила вот в этих местах. Приблизительно так. Этой трубочкой мы с вами оборачиваем эту, выводим вниз. Оборачиваем в сторону ящерки, помещаем под эту трубочку. Я надеюсь, что все очень хорошо понятно. Далее этой трубочкой мы с вами оборачиваем эту, выводим вниз, оборачиваем тельце ящерки с одной стороны и выводим сюда наверх. Вот у нас зубчик сформирован. То же самое плетем дальше, также в точности. То есть вот верхнюю трубочку мы заводим
За эту трубочку выводим наверх, оборачивая сторону ящерки. Выводим ее вот сюда, кладем. А этой трубочкой мы с вами оборачиваем эту, заводим вниз, оборачиваем сторону, выводим наверх под уже имеющуюся у нас трубочку. Но здесь дальше дело пойдет уже быстрее. И вот это все мы очень хорошо подтягиваем. У нас все очень хорошо подтягивается дальше. И у нас получается, что, видите, вот эти вот находятся вот как бы под уголком, да, плетение находится под углом. С обратной стороны получается вот такая вещь. Плетем дальше. Здесь у нас мы можем расширять уже тельце ящерки. Оно вот так вот автоматом само расширяется.
Сейчас мы с вами формируем зубчики дальше и постепенно начинаем сужать ящерку, постепенно, не слишком резко, иначе у нас будет все не очень красиво смотреться. Кстати, если вы будете плести зубчики ближе к одной стороне, то тогда ящерка будет у вас более изогнута. Но я уже этого не стала делать. Но, в принципе, этот вариант тоже очень интересный. Хотя у меня здесь как раз-таки получается, что зубчики у меня ближе вот к этой стороне идут. В общем, да, поиграть нужно с плетением, и тогда будет неожиданный, хороший, интересный результат. Так, ну вот, мы уже заканчиваем это все. Почти заканчиваем. Сейчас будем сужать. Ну вот мы уже идем на сужение. Я, кстати, нарастила вот эти боковые трубочки, потому что мне длины не хватает для хвостика, а вот эти трубочки наоборот оставила, потому что я их потом еще уже буду обрезать. Итак, постепенно сужаем. То есть я просто беру маленькое расстояние вот здесь вот, при оборотах совсем маленькое. И я думаю, что 1-2 зубчика и все. И скоро буду хвостик формировать, потому что иначе у нас ящерица будет неестественно длинная. Сейчас я подошла к тому моменту, что мне уже пора хвостик формировать. Тельце ящерки уже готово, достаточно длинное. Рабочие трубочки у меня вот таким вот образом находятся, то есть вот так вот. То есть я начала зубчик формировать и остановилась на этом этапе. А сейчас что я делаю? Я сейчас делаю оборот вот этой вот трубочкой. И эта трубочка у меня идет под низ вот этой вот. Так, то есть получилось такое перекрещивание. Можно продолжить это перекрещивание и дальше. То есть делаем оборот вот этой трубочкой и прячем ее под эту трубочку. Вот что получается. Но я уже, пожалуй, закончу на этом этапе, если только вот еще один можно раз вот так перекрестить и также под эту трубочку спрятать. Все. На этом этапе я закончу. И сейчас что я сделаю? Я вот эту вот трубочку, которая у меня сверху, я ее укладываю к остальным трубочкам, а этой трубочкой я начинаю постепенно вот так вот оборачивать всю группу этих трубочек. И, кстати, вот здесь я постепенно начинаю обрезать ненужные мне трубочки, чтобы вот эта толщина проходила, убиралась. Даже могу и эту обрезать. Тут, кстати, можно клеем ПВА не мазать. В принципе, все хорошо держится. Вот таким вот образом укладываю эту трубочку, оборачиваю ей. Здесь уже по ходу дела я обрезала еще одну трубочку, у меня осталась одна. Вот это для постепенного сужения
хвостика. Вот, ну и здесь уже одна трубочка, так, хоба. И уже здесь можно все обрезать и заклеить ПВА. Теперь нам с вами предстоит сплести лапки ящерицы. Намечаем, в каком месте они у нас будут. Вставляем сюда трубочки. Прямо в тельце ящерки вставляем. Сначала одну, таким вот образом. То есть она у нас прямо внутри идет. Затем рядом вставляем другую трубочку. Вставили. Все это, конечно, мы потом подтянем обязательно. И вторая пара лапок у нас будет где-то здесь, получается. Также расширяем пространство. В этом нам может помочь либо спица, либо шпажка, либо что-то типа того. Ну вот одна готова, и сейчас ставлю вторую. На камеру это делать очень-очень неудобно, поэтому сейчас покажу предварительный результат, как он получается. Трубочки для лапок я уже вставила. Вот такая картина у нас с изнаночной стороны получается. Наметила изгибы лап, в какую сторону они у нас будут поворачиваться, но, возможно, конечно, будут чуть покороче. Ну, посмотрим уже по ходу дела. Я беру трубочку и обрезаю немного кончик у нее. Здесь он слишком мягкий, где-то 1 сантиметр. И вставляю эту трубочку вот в это место. Кстати, можно капнуть сюда ПВА. Все тогда будет хорошо держаться. Буквально чуть-чуть. Достаточно. И вставляю сюда трубочку. Она у нас теперь не выпрыгнет при оплетании. Начинаю оплетать этой трубочкой самым простым способом, каким я плела и детальки для головы. Это 8-очкой. То есть завожу поочередно трубочку то за одну стоечку, то за другую. Вот таким вот образом. Но здесь нужно быть очень-очень аккуратными, чтобы у нас сплетение не пошло на расширение. Поэтому наше плетение должно быть очень-очень тесное, узкое. На самом деле я бы, конечно, здесь лапки сделала тем же способом, что и хвостик. Просто закрутила бы и все. Но так как мы с вами повторяем мастер-класс пустельки, поэтому повторим, посмотрим, что получится у нас, по крайней мере. Итак, здесь мы с вами сейчас дойдем до локоточка, там, где нужно лапку повернуть. Подтягиваем. Ну, там, конечно, где подтягивается. Так, дошли. Сейчас мы будем делать обороты. То есть один оборот мы делаем вот так вот, как обычно, да. И еще один оборот сделаем дополнительный. Как мы глазки у совы плели, вот по такой же схеме он нам поможет повернуть нашу лапку. И начинаем плести дальше. Вот у нас уже лапка практически повернулась. Здесь еще сделаем парочку оборотиков. Вот так вот. Вот лапка у нас начинает поворачиваться. И здесь уже можно вот таким вот образом завернуть. Даже у меня не хватает длины, сейчас наращу и заворачивать буду. Так, ну вот нарастила, и сейчас уже буду тут поворачивать, заворачивать, потому что здесь уже слишком узко у нас место образовывается. Заворачиваю, заворачиваю. Кстати, можно еще вот таким вот образом и заканчиваю. Можно вот так вот закончить.
То есть поместить эту трубочку под 2 имеющиеся вот таким вот образом. Давайте так попробуем. Сюда капну клея ПВА. И можно, кстати, прищепочку взять и вот так зафиксировать. Вот у нас лапка одна готова. Конечно, здесь все обрезается, но потом я подкорректирую длину. Сейчас по тому же принципу плетем и остальные лапки.
И вот такая замечательная ящерка у нас в итоге получилась. В завершении я ее покрыла обязательно лаком и сделала ей глазки. Глазки сделала следующим образом. Я взяла небольшой кусочек туалетной бумаги, помазала его клеем ПВА, скатала в шарик, покрасила акриловой краской и приклеила на клей титан. Если вам это видео понравилось и оказалось полезным, то обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы и отзывы в комментариях, я на все отвечу и с удовольствием с вами пообщаюсь. Желаю всем отличного настроения, вдохновения и легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!